Здравствуйте. С вами опять мы. Здравствуйте. Да, Борис Евгеньевич Штерн, Алексей Алексеевич Кудря, и мы сейчас чего-нибудь вам такое эдакое расскажем и, возможно, даже покажем. Что у нас нового? Где? У тебя. Вот ты мне в прошлый раз запретил про погоду, я тебя сейчас опять про погоду и спрошу. Вот, ну, про Флориду. Ну, не буду про Флориду. Про Флориду запретил, да. Да, поэтому вопрос такой. Как погода на берегах вашей Лимпопо? Ну, Лимпопо по-прежнему мутная, но чуть-чуть упала. Вот. Чуть-чуть упала, да, не прошли, да. Вода теплая, да. Крокодилы не Вот. Но я не одолевают? купался, я купаюсь в бассейне, да. У меня такой очень примитивный бассейн, да. Ну, грубо говоря, яма в земле большая, да. Ну, туда можно прыгать вперед головой, то есть это Это, очень хороший бассейн. давай сразу Вот. скажем. Ладно, неважно, да. Подожди, подожди, давай У сразу тебя-то скажем. как погода? У тебя? Не, вот давай сразу скажем, что под Лимпопо мы подразумеваем речку Ака. Ну да, потому что опять найдутся люди, которые мыслят прямо, которые все воспринимают всерьез, да. Да, да. Действительно, Лимпопо Вот, называется у нас Окой. да. У меня как? Вот сейчас у меня уже половина 11 ночера, то есть 22:30 практически. Температура в комнате 30 градусов жары. Да. И ты вместо того, чтобы купить кондиционер, покупаешь диски. Да, ну так получилось, что вот, рабочий диск помер, и пришлось, покупать новую Да, железячку. да. Надо кондиционер было покупать, да. Поэтому, ну, давай это, люди добрые, да. Да, люди добрые, помогите, Да. В сами мы прошлый не раз у нас было местные. заклинание, в этот раз молитва, Да. Вот, донат. кто чем может, будем безмерно Ну благодарны. ладно, спасибо, да. Донатами нас, в общем, не обижают, да, потихоньку, так сказать, капает. Большое спасибо всем. Да. Что у Вот. нас в программе? Да, сегодня, да. Сегодня. Сегодня у нас не будет ответов на вопросы, зато у нас будет нечто другое. На вопросы и ответы на них просто-напросто не осталось времени. Сегодня у нас большое интервью, или даже, как это можно сказать, дискуссия, там спор, ну, так, полуинтервью, полудискуссия с Игорем Ткачевым. Значит, кто такой Игорь Ткачев? Это настоящий академик РАН, действительно член РАН. Вот, но это самый громкий титул, понятно, его. Но вообще он на самом деле очень сильный космолог. Ну, физик вообще физик, так скажем. Вот он вот с начала 90-х долгое время работал за рубежом. Мы еще с ним пересекались вот где, в Копенгагене, еще даже 90-х годов не было, когда он еще жил в Троицке. Потом он уехал в Фермилаб, ну, в Штаты, в Америке это Фермилаб, да. Потом он переехал в ЦЕРН и долгое время там работал в тер-отделе. Где-то вот уж 20 лет как вернулся в Россию, потом стал начальником нашего отдела в институте, отдел экспериментальной физики, то есть работает в нашем институте. Вот. Ну и последнее время мы парочку работ с ним вместе опубликовали, так что он не только мой начальник, но и мой соавтор. И на самом деле его конек– это темная материя. И вот сегодня и речь-то и пойдет о темной материи. Ну, надо сразу предупредить, что вот Игорь начал, я ему сказал, ну, популярно надо рассказывать, да. И он это воспринял слишком вот так всерьез и начал рассказывать, ну, прям, ну, очень популярно. И почти всю космологию с ее историей излагать вначале. Но потом мы разогревались, значит. И под конец температура возрастала. И тем, кому было скучно в начале, не отключайтесь. Потому что дальше, да, дальше у вас голова может закипеть. У меня чуть не закипела, да, потому что Игорь уж начал рассказывать то, в чем я плохо ориентируюсь. Вот. Я сразу, я добавлю от себя, я, когда вот сидел слушал, хорошо у меня был выключен микрофон, потому что в некоторых местах там должен быть слышен звук падения челюсти об пол, потому что там удивительные вещи, те, которые я, ну, я правда не знал. И если я до этого, ну, как бы, у меня не было сомнений таких особых в существовании в темной материи, ну, там вот, да, это, то здесь прям он мне, ну, практически доказал ее существование, что это, ну, прям факт железобетонный.
Ну да, мы немножко разобрались там с Монтом, вот, и с Мото. Это термин, я только что придумал и использовал в этом интервью. Ну ладно, что рассусоливать, давай Игоря в студию. Да, так что смотрите с удовольствием. Сегодня мы будем говорить о темной материи. И на самом деле этот вопрос надо начинать с того, что вообще насколько мы точно знаем, что она существует. Мы-то с Игорем точно знаем, что она существует, но полно людей, которые в это не верят. А вот вы ее трогали вообще, вы ее видели, вы ее щупали. Может, все это ваши какие-то там ам, в- извороты для того, чтобы объяснить непонятные наблюдаемые факты и не более того. Вот, наверное, начнем с этого. Значит, Игорь, вот сколько вообще и какие есть свидетельства того, что темная материя на самом деле существует? Ну, я бы начал с того, наверное, что вопрос этот о темной материи очень древний. Люди задаются вопросом о ее существовании, а, конкретно гравитирующих тел, которых мы не видим, уже, ну, лет 300. И лет 200 были получены предсказания, методы разработаны, а, которые, в принципе, то же самое, что и сейчас. Концептуально разницы никакой нету. Ну и спустя 20 лет было снова сделано предсказание. Ну, сначала сделал Адамс, он был постдок, молодой человек. Вот такие это сложные очень задачи решил. Ну а спустя астрономы не стали смотреть туда, куда он предсказал, а лет 20 спустя стали. Ну, я думаю, вы догадались, я говорю о движении Нептуна. Да? Были его возмущения, которые сначала тоже было непонятно, но потом эти возмущения объяснили влиянием внутренних планет Солнечной системы. А когда точность возросла, стало понятно, что все равно ничего не объясняется. Все равно есть разногласия. Стали выдвигать разные гипотезы, много. Среди них те же гипотезы, что и сейчас. В частности, ну, что ньютоновская гравитация на больших расстояниях несправедлива. Вот. Но все-таки самое естественное и рабочее предположение, что есть какое-то другое тело, которое мы не видим, которое возмущает движение. И Леверье спустя вот 20 лет после Адамса, Адамс 200 лет назад это свои вычисления делал, предсказал, тут же посмотрели и тут же открыли. Это был триумф науки. В общем, то, что мы делаем, это ну, то же самое на самом деле, но концептуально не отличается. Мы вычисляем, видим только нечто. В общем, есть какие-то явления, да, которые в рамках влияние обычного видимого вещества, гравитационного влияния, не объясняется. Нужно Подожди что-то... секунду. Но там было конкретное тело, которое взяли и увидели. Здесь Нет, такого конкретного нет тела же, пока что нет. нет, было же не так. Я же говорю, движение Нептуна, он где-то должен быть в какой-то точке, в какой-то момент времени, а он был не там. Видели Нептун, мы тоже что-то видим. Нельзя сказать, что мы ничего не видим. Но мы видим нечто, что не согласуется с нашими предсказаниями. Поэтому предположили, есть темное тело, которое мы не видим. И нашли его. Оно далеко, но оно влияние его было. Но оно само по себе темное, оно же не светит, да. Ну как не Нептун, светит? Нептун не Если ты про светит, он Нептун говоришь, то отраженно, да. Вот, ну, да, посмотрев светит, да. телескопами, его увидели, да. И темная материя, она тоже не абсолютно темная. Когда-нибудь мы ее тоже, я надеюсь, увидим. В большинстве моделей все-таки ее обнаружить можно, она будет светить. Но пока Ну, мы, время от времени уже появляется шухер, да, что вот из центра галактики аннигиляционная линия и так да, далее, да. например. Ага. Ну, нет, есть модели, где мы никак не увидим, кроме гравитационного воздействия. Ну, такие модели, ну, я не знаю, это все придется принимать на веру или думать еще какие-то искать объяснения. Вот, ну и мы, в общем-то, в этом же положении и сейчас.
как вот 200 лет назад. Да, ну и на самом деле этот триумф науки, он мотивировал очень многих ученых, и потом стали искать какие-то темные гравитирующие тела, которые мы сейчас не видим в других галактиках. Это было там 100 лет назад, Пуанкаре этим занимался, многие ученые занимались. Данные были не очень хорошие, пришли к выводу, что если там темная материя есть, но она примерно ее столько же, сколько обычный барион. Вот. Ну, и это впервые такое серьезное было заявление, это Цвикки в там 30-м, 33-м году. Я покажу, наверное, формулу. То, что Давай, давай. делали 200 лет назад, гораздо сложнее. Это я не могу такие вычисления повторить. А то, что делалось вот в Цвикки, делается сейчас, основные свидетельства, они очень простые. Математика доступна школьнику, чуть-чуть advanced, но студенту физфака. Ладно, показывай. Да. Да, вот Так, видно, да? Вот видно, давай. видно, да. Я Ага. потому что не вижу, ты читай верхнюю формулу. Видно, да. V квадрат КР Да, это равняется гравитационная центростремительная. постоянная G, да. М. Масса Ага. внутри. Мгм. Слева стоит центростремительное ускорение, v квадрат поделить на r. Мгм. А справа сила тяготения. Ну, поскольку масса пробной частицы, она гравитирующая, инертная, она одинаковая, она сократилась тут. Ну, радиус тоже можно сократить один, да, будет просто v квадрат Да, на R, да. будет равно потенциальной энергии. То есть Гравитационный потенциал. Мгм. да, кинетическая энергия равна потенциальной для пробной частицы. Когда частиц много, их можно усреднить, все их траектории. Есть теорема Вериала, ну и получается то, что я написал, да, средняя v квадрат равно какая-то средняя масса умножить на постоянное тяготение Ньютона, ну и поделить реальный радиус, средний некий радиус. Это то, что сделал Цвикки. Он померил скорости галактик в скоплении комы. Померил левую часть, v квадрат средний. Радиус примерно известно, расстояние до комы, ну, с ошибками, но известно. Угловой размер известен, можно найти радиус, расстояние известно, угловой размер известен, можно найти радиус самого скопления галактик, так? Отсюда нашел массу, которая тяготеет, и получил в сотни раз больше, чем видимая светимость, да, умноженная, ну, поделенная на светимость Солнца, Ну, да, и ну, умножить грубо на говоря, массу по Солнца. числу звезд. Да, то есть масса, которая тяготеет в 100 раз больше, чем масса звезд в скоплении. Это вот было такое первое свидетельство. Ну, сейчас примерно то же самое получается, если смотреть на скопление комы. Борь, это все вот физики, они употребляют жаргон. По-русски, наверное, не кома, да? Ты лучше знаешь. Сейчас. Это волосы, Волос- как, волосы Вероники, что ли, по-моему? Такого типа. Вот надо правильные слова употреблять. Да все равно, и все Это говорят один кома, лишний. и астрономы-любители тоже говорят Ладно, кома, насколько хорошо. я знаю. Ну, я сам говорю, сам вздрагиваю, но все время забываю. Ладно. Э, Ну и поскольку война началась вскоре, были еще свидетельства, не одно такое, померили в других галактиках, было, скоплениях было то же самое. А потом уже в 60-е годы сделали более четко, более точно. И, по-моему, это была Вера Рубин в 60-е годы по отношению к М31, к туманности Андромеды. Мгм. Это из той же формулы верхней, да, получается, я на радиусы поделил, да, и корешок извлек. Скорость равна закон Кеплера. Да? Скорость должна падать как корень квадратный из обратного радиуса. Правильно? Закон Кеплера. Он наблюдается в Солнечной системе. Ну и посмотрели на то, как вращаются звезды в зависимости от радиуса туманности Андромеды.
И оказалось, что совсем не один на корень из радиуса, а скорость постоянная. На какой радиус не посмотри, скорость одна и та же. Это загадка была. В общем, отсюда ну и началась жизнь вот современной темной материи, которая загадка. Мы это видим, от этого деваться некуда. Это теперь видят во всех галактиках с колоссальной точностью. И почти везде она постоянная, но бывает, что и не постоянная, бывает, что она немножко падает или немножко растет, что это тоже ложится ну, в рамки темной материи, потому что не может быть универсальности. Все галактики не могут быть совершенно одинаковые, но в целом они себя ведут. Отсюда что следует? Вот смотрите, значит, если скорость постоянна, да, то это означает, что масса растет линейно с радиусом. Правильно? Тогда Понятно. масса Масса внутри линейно данного радиуса пропорциональна радиусу. радиусу. Да. Это означает, что плотность падает как единица на r в квадрате, потому что по r квадрат мы интегрируем, получится r в кубе, да? Если сделать симуляции того, как устроены гало темной материи, сделаны из частиц, которые какие-то новые частицы, то они так себя и ведут в темной материи. Если вот гало, изолированное гало, которое растет в расширяющейся Вселенной, оно так устроено, что плотность в этом гало растет как 1 на r в квадрате, то есть масса растет линейно с радиусом. Это Да, мы имеем. подожди, но То есть математика, Монт, она элементарная, это железобетонный аргумент. Самый простой и самый древний. Вот подожди, это понятно. это правильно. Это ты понимаешь, да, что же железобетонный аргумент. А, Ну, их много, давай любители перейдем к Монда другим. тебе скажут, что это просто гравитация не так работает. Вот, вернемся к этому. Может быть, да. Эффект физически есть. Вот как я говорю, я начал поэтому с того, что было 200 лет. Вот удивительно, история повторяется. Тогда, 200 лет назад, ученые тоже думали, может быть, гравитация ньютоновская на больших расстояниях, ты уходишь за орбиту Нептуна, и там гравитация другая. Поэтому вот он не так движется. Да? Не в соответствии с этой формулой, которую я сейчас привел, если нет возмущений. Так? Но оказалось, нет. Все-таки самая простая гипотеза, она правильная. Было другое тело, которое... Есть другое тело, это темная материя в совокупности, которая меняет движение. Да, ну, звезды это были первые измерения. Они далеко нельзя пройти по радиусу, измеряя скорости звезд. Сейчас делают радиоастрономы, они измеряют линии излучения нейтрального водорода, который крутится вокруг галактик на большом расстоянии. И можно уйти на 10, даже, наверное, не помню точно, в 100 раз от видимого диска, и там это все остается в силе. Есть, которые галактики изолированы. Если галактики две рядом, они друг у друга разрушают эти гало, они обрываются раньше. А вот если она достаточно изолированная, вот эта гало тянется очень далеко. Да, но Монт тоже Вот можно сказать, что работает до больших расстояний и он дает себе. работает, да. Милгром придумал, когда он придумал, 80-е годы, наверное, да, придумал теорию модифицированная ньютоновская динамика, называется МОН. Придумал, ну, аргументация у него, мотивация была такая, ну, не хочу я темную материю какую-то, давай я поменяю гравитацию. И построил модель. Построил неправильно, оказалось, что вот если модифицировать ньютоновскую динамику, то там импульс не сохраняется, энергия не сохраняется. Если вот так вот модифицировать, чтобы были плоские ротационные кривые, да? Поняли, что надо мне не динамику модифицировать, а гравитацию. И теперь называть МОНД, модифицированная ньютоновская динамика, на самом деле это модифицированная гравитация. Он руками просто сказал, руками никакой теории за этим нету, что вот эта потенциальная энергия падает не как 1 на r, а другая степень радиуса. И, да, совпадает. Эта теория дает плоские ротационные кривые, она так и была построена, чтобы так было. Но все, вот она только объясняет вот эти простые эффекты, которые были первыми обнаружены. Но у нас свидетельств темной материи, ну, не знаю, десятки. Сколько? Ну, десятки, я не знаю, очень много.
Ну, давай, множество инструментов. перечисли, да, Ну, давай я перечислю. перечисли несколько штук хотя бы. Несколько штук. Значит, такой. Есть скопление галактик, так? Вокруг них газ, обычный барионный газ, находится в гравитационной потенциальной яме, так? Этот газ находится в состоянии гидростатического равновесия. Потенциал гравитационный в скоплении достаточно большой. Скорости там такие, что температура порядка КФ, килоэлектрон-вольт у барионов, так? Поэтому они светят в рентгене. Смотришь туда рентгеновским телескопом, зная, что это все в состоянии гидростатического равновесия, ты находишь гравитационный потенциал. Он оказывается вот такой, как там Цвейки увидел по дисперсии скоростей. Ну и более того, Цвейки там сделал параметры, нашел всего скопления, но можно делать это как функцию радиуса, да, смотреть, как дисперсия скоростей меняется от радиуса, или как температура барионного газа меняется от радиуса. Ну и получается плоские ротационные кривые, грубо говоря. Та же плотность. Плотность падает как 1 r в квадрате, да, найденная вот таким образом. Ну и получается, что на порядок, а иногда там на порядке в скоплениях массы, которая тяготеет, больше, чем массы, которая светит. А светит это вот сам барионный газ и звезды. Сейчас Монт применим в данном случае, в том виде, в котором он Монт, сделан? я не уверен. Монт Мгм. здесь, в принципе, он может быть применим, но я не уверен. Физика та же. У тебя гравитационный потенциал немножко по-другому, там, ну, надо посмотреть, не меняется ли там условия гидростатического равновесия в Монде по сравнению с тем, что, ну, наверное, нет. Я просто, извини, за Мондом не следил лет 20 тоже уже. Там. Ну, я думаю, что теоретики изобретательные, они могли как-нибудь натянуть Монт на случай Нет, скопления здесь тоже. можно, но мы сейчас перейдем к другим эффектам, где Вот Монт давай. уже не работает. Да? Следующий эффект такой. Есть гравитационное линзирование. Из теории относительности Эйнштейна следует, что свет отклоняется в поле тяготения планет, звезд, скоплений галактик. Как отклоняется, известно. Простая получается теория, ну, можно сложную развивать, но для большинства приложений достаточно, ну, она как вот тоже в школе, что мы изучали, формула линзы, да? Ты знаешь там оптическое расстояние, знаешь, как он переломляется, свет. Ну, также в этом гравитационном поле переломляется. Ты можешь найти как, чего. Картинки потрясающие. Кто не видел, очень советую. Да что советуем? Ну, вот мы ее показываем сейчас, да. Картинка, да. Вы показываете, да? Показываем, да. Да, замечательный совершенно Голубой картинки. цвет – это распределение массы. Вот смотрите. Вот, нет, но я имею в виду вот простые, когда искажения просто, как вот одна галактика искажается другой, ее образ, она И вытягивается это, и кольца это вот Эйнштейна. показываем, да. А то, что я говорил, голубой цвет – это получено по слабому линзированию, Да, это распределение сильное материи. есть линзирование, где просто вот как в королевстве кривых зеркал все вот так вот искажается, вид галактика. И есть слабое линзирование. И сильное линзирование, и слабое линзирование. Математика простая. Используется, значит, предсказания тоже железобетонные. Из того, ты видишь поле вот этих искажений образов галактик, можешь посчитать, какое было гравитационное поле, которое искажало. Получается то же самое. Получается, ну, если ты возьмешь изолированный кластер, делал тебе это гравитационную линзу, то там тоже будет 1 r в квадрате. Можно сделать двояко. На одно и то же скопление посмотреть, вот как я сказал, исследуя гидростатическое равновесие и температуру, как функцию радиуса. А можно гравитационный потенциал восстановить, как функцию радиуса из гравитационного линзирования. Ответ одинаковый получается. Превышение невидимого вещества над светящимся и форма вот этого гравитационного потенциала одинаковые. Да? Плотность 1 r в квадрате. Сейчас, секунду, Игорь, подожди Монт секунду. здесь не работает, потому что Монт – это теория не релятивистская. А отклонение лучей света – это сугубо релятивистская теория. Это первое. Так? А, Бекенштейн, по-моему,
построил обобщение теории Монда на литийский случай. И вот там, по-моему, как раз отклонение лучей света не такое. В первых вариантах, по крайней мере, которые фигурировали, да, обобщение Монда, там свет не отклонялся так, как надо. Ага. Ну, даже не в этом дело, а дело в том, что вот мне не нравятся вот те обобщения, которые существуют в теории Монда, потому что это скалярно-векторные тензорные теории, там куча новых полей. Ну, соответственно, там есть такие поля, которые новые частицы, которые темная материя. Ну и за что боролись? Мы же не Ну этого, понятно, то есть сделали темную материю. Подожди, но это мы уже не не этого хотим, Монт правда? получается. Это как это? Модифицированная общая теория относительности, МОТа, вместо Монда. Да нет, ну мы же не этого хотим. Нет, я тебе говорю Слушай, про какие то, как новые частицы? Новых это другая частиц в теория. современных теориях, Борь. Суперсимметрии, супергравитации. Ну, мы сейчас, может, перейдем, не знаю. Куча есть новой физики, обобщений, выхода из рамки стандартной модели, правильно же? Ну, И конечно. появляются новые частицы, которые могут быть темной материей. Ну, и хорошо, если ты пытался модифицировать Монт и пришел к такой же теории, это новые частицы, ну хорошо. Все равно пришел к темной материи, да. Да, мы же не этого хотим. Мы хотим, чтобы модифицировался закон тяготения Ньютона, и новых частиц бы не было. Вот это бы, чтобы объясняло либо темную энергию, либо темную материю, либо то и другое. И люди над этим бьются уже лет 40, но так и не преуспели. Вот, ну и это еще не все. У нас куча свидетельств из космологии, да? Подожди, Например, Игорь, стой. Стой. Мы же говорим про скопления, да? ну, Расскажи про столкновение скоплений. Там хорошо, же да, тоже картинка хорошо. красивая. Если мы говорим Показываем картинку, да. про скоплениях, если мы находимся на уровне галактик, скоплений галактик, Солнечной системы, тут как бы это еще, ну, э, поле деятельности Монда, да, оно тут как бы могло бы работать. И люди извращаются, вычисляют, там сложные вычисления, когда они начинают вот более сложные конфигурации, они центрально-симметричное тело, то там получается по-другому и вроде опять совпадает, да, с предсказаниями Монда. Но вот было уже тоже лет 20 такое наблюдение, которое утверждалось, что полностью закрывает Монт. Два скопления галактик сталкиваются. Ну, их много таких скоплений, ну, галактик, которые сталкивались, да? А тут это заснят был процесс самого столкновения, да? И туда посмотрели вот двумя способами, как я говорил, рентгеновским способом и гравитационным линзированием. Так? И если бы это был Монт, то вся масса, там кроме барионов-то ничего нету, да, в Монде, Да. вся масса была бы сосредоточена там, откуда идет рентгеновский свет. Получилось не так. Получилось в центре вот есть такой шар ярко светящийся, откуда идет рентгеновский свет, там барионное вещество столкнулось, поскольку барионы друг с другом взаимодействуют, они там и остались таким шаром, да? А темная материя не взаимодействует, но она так должна быть устроена. Если взаимодействие есть, то очень слабое. Она поэтому себя и не проявляет никак, кроме как гравитационно. Они пролетели, да, вот гало, пролетели друг через друга и на большом расстоянии. Поэтому массы расположены вот тут, а свет тут. Ну и в Монде это объяснить, ну как-то нереально, по-моему. Ну да. Даже релятивистский МОН, то есть МОТа, то, что я называл, тоже, наверное, никак уже не объяснит это Ну, дело. наверное, да. Ну, я не знаю как. Это, Вот ну, смотри, сейчас я дополню. Мы пропустили, или ты пропустил, неважно, мы пропустили, что на самом деле вот ты не этот должен газ вопросы горячий задавать, галактик. если А? что тебя не пропускал, ты должен задавать вопросы. Потому что у меня Ну мысль да, ушла да-да. в Я сторону. возвращаю просто, да. Что на самом деле вот этот горячий газ в галактиках, который застрял посредине, он по массе почти на порядок больше, чем масса звезд. Да, да, да. Ну, Вот конечно, это мы но не сказали, да. ну, я хотел к этому перейти. Мгм. Я Я хотел к опередил. этому Прошу прощения. перейти. Мгм. Потому что откуда мы это все хорошо знаем? Мы знаем все это хорошо из космологии. Вот. Что меряется?
меряются, это уже задача такая статистическая, тут уже высокая математика, но она доступна и студентам тоже, и постдокам. Да, ну, только надо немножко поработать. Ну, короче, современные очень точные измерения температуры реликтового излучения, они показали, что температура, она не одинаковая, она немножко меняется. Изначально люди не думали, не верили, что есть темная материя, думали, что все сделано из барионов. Ну и тогда получается, что вот возмущение плотности первичной, которые возникли каким-то образом в ранней Вселенной, на тот момент, когда водород становится нейтральным, когда происходит до этого плазма, Вселенная расширяется, водород охлаждается, он делается нейтральным. До того, как он стал нейтральным, свет, который там еще летает, он жестко связан с электронами, с протонами и действует как пружина. Да? И поэтому неоднородности расти не могут. Они начинают расти, и известно, как растет. Ты решаешь просто по теории возмущения уравнение Эйнштейна. Опять простая математика. Растет пропорционально масштабному фактору. Сегодня вырастает до единицы. Значит, вот мы знаем, какая температура сегодня. Температура на момент рекомбинации водорода 1 электрон-вольт, примерно там, ну, чуть поменьше. Возмущение плотности должны были быть 10 минус 3. И искали. И вот советские были эксперименты на спутниках. Зельдович этому посвятил очень много усилий. Спутник назывался «Реликт», который в конце концов таки померил потом, и померил первым квадруполь, и он оказался правильным. Ну, это как-то немножко игнорируется научным сообществом. Ну, короче, все ожидали, что на уровне 10 минус 3 увидят возмущение температуры на момент рекомбинации. Оказалось, что не 10 минус 3, а 10 минус 5. И возмущения не могут просто вырасти. Ну, никак не могут вырасти, а 10 минус 5 сегодня, чтобы они были порядка единицы. Они должны быть... Извини, я немножко перебью и верну. 10 минус 3 для того, чтобы успели образоваться галактики, иначе просто галактики не Ну образуются. да, ну, конечно. Вот. Ну, Вот именно там из это этого уже, Эйнштейн ну, сильный. я про последний кусок не говорю. Конечно, да, чтобы Мгм. образовались галактики, возмущение плотности сегодня порядка единицы. У нас галактики, скопление галактик, они образовались не сегодня, они образовались давно, но основные процессы происходят, ну, вот эти все раньше, да. Ну, короче, галактик бы не было, скоплений бы не было, и нас бы не было, мы бы эти вопросы не задавали, если бы не было темной материи. А вот у тебя написано, смотри, ноотропный принцип надейся, это как раз к месту. Да, сам не плашай. Да, вот все так подстроено, что есть темная материя. А когда темная материя, она не взаимодействует, возмущение начинает расти раньше. Возмущение начинает расти раньше, они начинают расти тоже не с самого начала. С самого начала они растут логарифмически. Начинает расти вот по тому закону, как я говорю, в момент, особый момент во Вселенной называется равенство излучения вещества. Когда плотность в фотонах, плотность энергии в фотонах, которые сегодня мы видим как реликтовое излучение, равна плотности энергии, ну, в материи, которая себя ведет как пыль. До этого не может эти возмущения расти, тоже по той простой причине, потому что свет, он летит со скоростью света, его никакой гравитационный потенциал удержать не может. Ну, изнутри черной дыры он не вылетает, но из черной дыры мы ими не интересуемся, тогда заглянуть пока нельзя. И, думаю, никогда нельзя будет, правильно? А вот любые гравитационные потенциалы снаружи, свет улетает, поэтому получается что? Ну, темная материя, она сидит уже в своем гравитационном потенциале, хочет сжаться, но не может, потому что тяготеет не только вот она сама, как ее флуктуация, но и фотоны. Фотоны улетели, масса стала меньше, она поэтому, ну, наоборот, расслабилась вместо того, чтобы поджаться. Ну, в общем, так устроено все, что возмущение плотности растет, но очень медленно.
логарифмическая. Эта поправка нужна, если мы строго все вычисляем, как вот на современном уровне. Но по-грубому настоящий рост начинается после вот равенства излучения вещества. Ну и вот как раз вот отсюда мы, грубо говоря, там не только это, там начинается, да. Ну а возмущения откуда взялись? Теория тоже еще раньше была предложена, 46 лет назад, инфляция, да. Она все загадки классической космологии решает и сделала предсказания, которые блестяще оправдались. И она, ну, в частности, вот предсказала, как должны выглядеть эти первичные неоднородности, из которых все растет. Ну, из того, что их уровень 10 в минус 5, мы знаем как ограничение на масштаб инфляции, на массу инфлатона этого поля, грубо говоря. Да? Взаимооднозначное соответствие. Все остальное, параметр этот забит, остальное все потом предсказывается. Вот. Когда они начинают расти, все-таки фотоны еще есть, там возникают акустические осцилляции, типа осцилляции Сахарова. Поэтому если сделать статистику температуры на небе, где-то чуть горячее, где-то чуть холоднее, да, в атмосфере, температура меняется на уровне 10 минус 5, и сделать Фурье преобразование. Ну, не плоское Фурье, а вот по нужным функциям Бесселя. И там вот эти вот пики, это просто спектр Фурье, двумерного распределения на сфере, но по сути физический спектр Фурье. А это, ну, я бы сказал, аналогия очень правильная и точная, на мой взгляд, я ее сам придумал. Вот пусть у нас есть какой-то оркестр музыкальный, играет, да? Но наше ухо, оно тоже делает Фурье, и мы различаем, где-то скрипка, где-то там контрабас, где-то барабан, где-то еще чего-то. Ну, на компьютер можем смотреть, или там дать искусственному интеллекту. Он сделает преобразование Фурье, разложит по гармоникам и поймет, сколько у нас вклад скрипки, сколько вклад барабанов, сколько вклад пианино, да и какие инструменты играют. Ну, буквально делается то же самое вот по вот этим вот флуктуациям Фурье. Образ этих флуктуаций нам дает все космологические параметры. Вот сколько есть. И темная материя, и сколько барионного вещества. И знаем мы это с точностью долей процента. Ну, совсем по-грубому. Цифры немножко меняются, да, ну, потому что точность растет экспериментов. Ну, так, по-грубому 70% энергии во Вселенной сегодня – это темная энергия. Да? Энергия – это не та энергия, это вот энергия как масса покоя. Вот такая энергия. Вот, ну, не масса покоя, темная Ну энергия. ладно, наши зрители уже много раз это слышали, наши постоянные Ну, я же не зрители, да. знаю, Борь, ты же меня не предупредил. Хорошо. Да, ну, в общем, 30% вещество, из них, ну, 25% темная материя, а 5% барионное вещество. Да? Ну, и мы знаем, сколько барионного вещества отсюда. Ну, знаем еще и есть другие соображения. Это Гамов придумал, да, вот Big Bang нуклеосинтез. Да? Во время Большого взрыва все вот легкие химические элементы, они синтезировались во время. Отсюда можно найти, сколько у нас барионов сегодня, какую долю должны составлять. Это примерно с худшей точностью можно найти, но согласуется с тем, что нам дают вот эти вот возмущения плотности температуры. Знаем, сколько барионного вещества, но мы можем посчитать, сколько света нам дают звезды. И увидим вот то, что ты сказал. Но звезды еще на порядок меньше, чем там вот этот горячий газ. Да. Поэтому там в скоплениях, ну, немножко там еще по-другому, потому что она скомкалась, и там темная материя, там, как и барионы, как-то, ну, по-другому распределены, чем в целом во Вселенной. Но вот как Цвики, там 100 раз может быть больше темной материи, чем звезд или барионного вещества. И тут Монт точно не работает. Сам Монт, ну, просто нужны уравнения Эйнштейна. Монт – это не литейское, это обобщение ньютоновской динамики, да? Ну да, но может это самое мото работает, как я сказал. Ну, космология, ну, смотри, космология – это же общая теория относительности.
Сначала надо построить Общее, да. специальную Может, ее можно теорию. так исказить, что без темной материи мы получим это самое Да не, ну образование смотри, надо галактик или построить нельзя? сначала специальную было теорию относительности, релятивизм. Он работает наоборот при очень маленьких скоростях и очень маленьких ускорениях. Да-да-да. Глубокий релятивизм, еще более глубокий, чем у нас вот тут на Земле. И фантазии такие, что там меняются законы Ньютона. А нужно релятивистское обобщение. А как его делать, ну непонятно. Ну, люди пытаются, но не могут так исказить уравнение Эйнштейна, чтобы вот это все, что мы видим, воспроизвелось и без темной материи. Мгм. Вот это важно, да, важный факт. Не Да, могут. не могут. Даже Бьются, при всей все изобретательности. бьются. А, у меня были работы, и Валера Рубаков над этим работал, и все работали, но никто. Ну, не получается. Не получается. Да, кстати, образование Галла. Сейчас, еще какие-нибудь м, свидетельства темной материи, которые стоит перечислить, есть? Ну, Или есть, вот, на этом например, хватит? примерно, но это то же самое, что вот сейчас я сказал. Э, Вот эти барионные акустические осцилляции, они впечатываются не только в температуру электрового излучения, но и в распределение галактик. Но это мы Да. меряем на другом космологическом смещении, ближе сюда. И тоже отсюда можно чего извлечь, много чего. Они друг друга дополняют, еще точнее получаются результаты, но это тоже там все ложится сюда. Ну, правильно. Ты Там имеешь в взять, виду барионные акустические осцилляции, то, что да, называется да, да, БАУ? я и сказал, Вот. барионные Да, акустические. про это рассказывали, да, это очень интересно. Вот Дези сейчас Да, очень интересно, но это Евклид тоже скоро выдаст. Ага. все, очень много, очень точных космологических экспериментов, доли процента, да, ну и все вот сходятся на вот этом. Там уже Мгм. вопрос-то идет о другом. Ну, невозможно без темной энергии, темной материи. Вопрос об уравнении состояния темной энергии. Это не простая космологическая постоянная. Может, она Ну, меняется. конечно. Что-то бывает. Об этом речь идет. Игорь, вернемся осенью. Этот самый Евклид обещают выдаст первый этот самый релиз уже обработанных данных. Хорошо. Пока что у них нет этих самых красных смещений. Нету 3D-карты. Просто плоские карты у них. Вот это надо будет обсудить. Это очень интересно, мне кажется. То, что выдаст Евклид. Уже скоро. Скоро, да. Вот. Все Значит, быстро. слушай, тогда давай, а? Скоро, потому Что? что мы с тобой старые, поэтому скоро. Ну как? Внукам это нашим не скоро. Да. Ладно, слушайте, это давай к сортам темной материи перейдем. То есть, что такое темная материя? Правдоподобные гипотезы, менее правдоподобные гипотезы, экзотические гипотезы. Мейнстрим – это вимпы, как я понимаю, все-таки. Это так многие думают, включая тебя, получается, Да. что. Сейчас надо расшифровать только. Мейнстрим совсем не Так, что мейнстрим. такое вимп? Ага. Нет, это слушай, это исторически первые. Ну, исторически Все первый, да. почему-то Ну, думают, знаешь, все почему-то думают, что если это вот все об этом говорят, значит, это вот и правильно. нет, это значит, что это мейнстрим. Мейнстрим иногда бывает неправильным, да. Не, я просто сталкивался с учеными, которые здесь не работают, но которые думают, что вот уж буквально прям открыли темную материю, это ВИМП. Ну, как открыли? Ну, Никто ну, пока вот не эти, открыл, нет, извините. правильно. Ну, что и альтернатив нету, что ну вот только вот ВИМП. Вот. Ну, ВИМП, ну вот Подожди, смотри, с подожди, этим давай, ВИМПом давай все-таки, связано, да, давай про вимпы расскажем. ну давай я начну опять издалека. Давай, начинай, да. Потому что сейчас вот если кто-то полезет куда-нибудь в интернет, да, и там наткнется на вещи, которые меня, ну, немножко раздражают. Вот связанные с вимпами, да, с развитием, как это шло, откуда. Темная материя делится на 3 класса: холодная, теплая и горячая, да. Ну, если попытаться спросить там искусственный интеллект или где-то там сделать search определений, да, то, ну, навскидку получишь неправильно. Они будут именно такие, которые справедливы для вимпов. То вот темная материя была в состоянии равновесия термодинамического,
После этого она отщепляется, и важно, как она отщепляется. Вот если она отщепляется, будучи релятивистской, и при этом сама легче, чем 1 электрон-вольт, то тогда она горячая. Неправильно. Неправильно. Это не объясняет все виды темной материи, не объясняет самые мейнстримные виды темной материи. Вообще неправильно. А правильно, оно тоже связано вот с этой простой формулой, как я показывал в начале, да, и то, что я говорил, возмущения не растут до момента равенства излучения и вещества. До этого, в первом приближении забыли, потом они начинают расти. И нам важно, как ведет себя темная материя в этот момент. Да, вот она там релятивистская или не релятивистская в этот момент. Вот именно в этот момент. Поэтому правильное определение, оно такое. Мне кажется, на русский язык это тоже переводится как длина свободного пробега, но это неправильный перевод. Когда, просто сейчас автоматом уже переводится много чего, да, англоязычных текстов. По-английски это free streaming length. Это длина свободного вытекания. Так. Это что означает? У тебя вот есть неоднородность какая-то. Так? И у тебя, пусть сначала в ней частицы релятивистские. И неважно даже, там это происходит до рекомбинации там, или вот равенства излучения вещества или после. Они, эти частицы, будучи релятивистскими, они из любого гравитационного потенциала улетают. Потому что они летят со скоростью света. Вселенная расширяется, импульс у них уменьшается, но они все равно летят со скоростью света. Это единичка в нашей единицы, с которыми работают теоретики. Да? Все время скорость света. Удержать невозможно, они улетают. Они улетают, перемешиваются, и получается вот на расстоянии такого горизонта, как космологический горизонт, тут это вот free streaming lengths, да, на вот том расстоянии, куда они могли улететь, с момента, когда она возникла, темная материя. Неоднородность замывается. Ты мог ее на инфляции там родить, это возмущение плотности, а оно размылось. Она стала Вселенная примерно однородная на этом масштабе. А потом в какой-то момент, из-за того, что импульс уменьшается, он становится меньше масс. Частица делается нерелятивистской, ее скорость уменьшается, она все медленнее и медленнее двигается, уже не со скоростью света, а теперь все время, да, все медленнее и медленнее. И, грубо говоря, останавливается. Вот если посмотреть, да, то вот этот free streaming length, длина свободного вытекания, она, по-грубому равна, тому моменту, когда она стала частицей нерелятивистской. Вот на какое расстояние она могла улететь. И вот определение холодное, горячее или теплое, оно такое. Если это длина меньше, много-много меньше, чем 0,1 мегапарсек, мегапарсек – это типичный размер галактики, включая галактики. Да? То есть это современный мегапарсек. Тогда в ранней Вселенной это было гораздо меньше. В комувинг, в сопутствующей системе. Да. То есть и это в нынешнее время соответствует нынешнему времени. Да, но ты мегапарсеку. можешь открутить назад, в сопутствующей системе это Да, всегда... меньше. Там же будут прибиты колышки, где вот это вот оно произошло, да? Много меньше, чем 0,1 мегапарсек. Много меньше, чем размер вот нашей галактики. Тогда она холодная. И если это от 0,1 мегапарсек до 1 мегапарсека там где-то, то теплая. А если больше, чем 10 мегапарсек, то горячая. И вот то, какие у нас неоднородности образуются, какая иерархия, зависит от того, горячая, холодная она или теплая. И разные модели, вот если мы переходим к физике частиц, они относятся к одному из этих классов. Самый первый кандидат, и люди в 60-е годы думали, это было обычное активное нейтрино. Когда думали, что масса нейтрино может быть, КЭВ, да, активного, пожалуйста, это вот мы, может быть, уже знали, что есть темная материя, что это нейтрино, когда еще не были получены вот эти современные ограничения, да.
Потом стали приходить ограничения, быстро поняли, что масса у нейтрино такая маленькая, что если темная материя и была бы основной вклад от э, нейтрино, то она была бы горячая. Ну и все было бы не так. Все неоднородности бы у нас тут бы размазались, размылись, остались бы только на масштабах больше, чем скопление галактик, и сначала бы образовывались, поэтому скопление галактик, там шла бы какая-то газодинамика, сталкивались бы ударные волны при коллапсе этих скоплений, ну, галактики бы образовывались позже, потом и так далее, да. Карликовые галактики, ну, все не так, мы просто видим, что история, ну, не такая, допустим, у нас есть наша галактика, есть Магеллановые облака, они, ну, образовались раньше, чем наша галактика, а потом были поглощены нашей галактикой. Идет все в обратную сторону. Галактики образуют скопление галактик. Ну, горячее не работает это. Вот. Вимпы – это холодная темная материя. Они были когда-то в равновесии термодинамическом. Там вот эти вот все справедливые такие определения, которые так и бытуют, да, потому что все вот как будто только вимпы, и кроме вимпов ничего нет. Это приводит к большой путанице. На самом деле люди начинают путаться. Как это все работает, если определение это такое, да? Вот эта вот иерархия масштабов, над которой образуются какие-то клампы, да, скопления, но из темной материи, такие сгустки, они образуются вот в вимпах, начиная с масс 10 минус 6 масс Солнца. Уже free streaming lens, вот в стандартной теории вимпов, она типа 10 минус 6 масс Солнца. Подожди, что-то странное. 10 плюс 6. Минус. Минус. Так. И идет дальше. Плюс 6 это уже, извини меня, шаровые звездные скопления, и это мы их видим уже как барионные объекты. А вот эти маленькие, мы их не видим, их ищут. Кстати, вот это то, что ты говорил, это было целое такое направление, когда люди еще верили, что основная мейнстримовая, как ты говоришь, модель темной материи – это вимпы, да? Искать-то можно не только в лабораториях трудно. Искать можно косвенно, астрофизически. Если это вимп, у него есть куча других взаимодействий, он аннигилирует друг с другом, вот собравшись в такой шарик, в такой кламп, да, и оттуда будет идти, ну, свечение, ну, равное примерно температуре, равной массе этого вимпа, сотни ГФ, да, и там возникает целый спектр частиц. Горячее будет такое пятнышко, ярко светящееся. Вот их и искали. Они Сейчас, очень... подожди, уточнение, да, уточнение того, что я сказал. 10 в плюс 6 – это когда барионное вещество начинает тянуться в эти самые Да, клампы. да, Вот, но вот это я имел в виду, да. да-да-да. Но Да. сами клампы-то вот у вимпов Сами начинаются клампы могут быть меньше, да. с 6. Они есть. И Мгм. они играют большую роль вот в стратегии поиска темной материи. Ограничения по массе есть какие-нибудь? Вот на такие массы, чтобы такие клампы образовались, типа 10 минус 6. Это, наверное, должна быть какая-нибудь тяжелая там. И не, это же Нет? не важно, какая сама частица-то. Тебе важно этот free streaming lens на более меньшем масштабе у тебя все замылось, и более мелкие не образуются, а более крупные образуются. А нет, тут смотри, что это зависит от спектра первичных возмущений, которые сделала инфляция. В нормальных теориях она идет от самых маленьких атомных Ну, масштабов. будем считать плоский спектр. Вот если он плоский, то все они есть тогда. Как ты? Тебе не важно, какая масса была вимпа. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Масса вимпа как-нибудь грубо, наверное, приводится в эту длину Нет, фристриминг. нет. Нет? Ну, нет. Туда важно, когда она тоже выходит из равновесия. Да, там как-то это может быть завязано на массу, но это Ну, вторично. Прям будет сама зависеть. масса, вот, Да. ну, процесс формирования клампа, масса, ну, Ладно, поверили, проехали, проехали, да, масса пробной поверили. частицы из гравитации выпадает, да? Ну да, Остается v квадрат равно гравитационному потенциалу. да, Какая да. масса туда не входит? Все. Ну как не входит? В квадрат, если это все термализовано. В квадрат будет у тебя зависеть от массы. В этих лампах не термализовано. Это А, не гравитационно. Они так же, как устроены, как
галактики, вот у нас есть скопление галактики, карликовые галактики. Это продолжается во все более мелкие масштабы, и они все более мелкие и все раньше и раньше рождались. Но процесс один – это гравитационная неустойчивость, больше ничего. Тут есть другой еще момент, они неустойчивые, потому что гравитационный потенциал в них маленький, собственно, потому что масса маленькая этих клампиков. Да. Если он пролетит очень близко от звезды, то он из-за рассеяния превращается, из клампа превращается как по-английски, tidal stream. Приливное разрушение, да. Это не разрушение, да, приливное разрушение, но получается вместо вот шарового объекта получается вот такая Ну полоса. да. Сейчас скажу. Это я уж не помню, кто этот термин выдал. Спагеттизация. Это Саша Полнарев сказал, да. А, Спагеттизация, да. Вот, да, происходит спагеттизация вместо вот. Ну, это тоже не быстро, и там какая-то доля, сколько-то процентов их вот так спагеттизируется, но само ядро самое плотное остается все равно. Мгм, мгм. Но вокруг плотного ядра вот такие. Ну, это то же самое, вот мы это видим в карликовых галактиках, вот там большие, малые облака, за ними тянется вот такой хвост, и перед Ну ним. да. Не, ну это вообще, если это вимпы, то такие клампы, по-моему, безнадежно вообще искать. То есть, Да нет, их искали. И были бы ограничения, но просто ничего не нашли. И не нашли. как искали? По гравитационному линзированию? Типа микролинзирования? Ой, давай вернемся вот к моделям. Давай. Микролинзированием тоже искали, но это не самый лучший метод. Тебе нужно, чтобы сам объект был внутри радиуса Эйнштейна для Мгм. линзирования. Он должен быть очень компактный. Он должен быть, как астероид. А вот эти вимпы, Они да, больше, их да? масса там 10-6, это больше, чем масса астероида, но Мгм. они Слишком пухлые? слишком пухлые, да. Линзирование можно искать, но это не так просто. Мгм, мгм, мгм. Искали вот именно из-за того, что если это вимпы, то они внутри будут аннигилированы. Да, но это зависит от всяких констант взаимодействия, а Вот могут что и не такое вимпы? аннигилировать. Что такое вимпы? Вимпы были очень натуральные, все в них верили, потому что строили теорию великого объединения, а самое хорошее объединение – это суперсимметрия, а еще лучше супергравитация. Вот такую теорию построили всего. Сначала думали, что это будет теория всего, потом оказалось, что это предсказательной силы нету, потому что все возможно в супергравитации. А суперсимметрия, ладно, она была тоже хорошо мотивирована, что решает проблему иерархии, но потом выяснилось, что да, все думали, и настолько было легко найти, если бы это вот все было так, как надеялись, да, что сейчас построим большой адронный коллайдер, запустим, и первым делом найдем не Хиггса частицу, да, а найдем суперсимметричных партнеров. Да, Откроем про которые мы типа все примерно должно получиться так, как мы думаем. И тогда Да, будет аннигиляция известна, да? да, но получилось все не так. Тогда аннигиляция известна, все известно, и тогда, еще и начали искать до того, как построили LHC, вот эти вот свечения из этих лампиков, но сейчас суперсимметрии вот такие простые, закрытые, они стали какие-то, Да. очень неестественные модели суперсимметрии. Вимпа так не закроешь, да, никакую, всегда там пододвигаешь параметры, но Вимпы в результате всегда можешь сказать, но она вот с точки зрения вот общих определений, что вот частица массивная, слабо взаимодействующая, то, что и акроним Вимпа, да, Weakly Interactive Massive Particle. Мгм. Вот всегда у тебя есть Да. массивная частица, слабо взаимодействующая. Вот все Вимп. Куда она пришла, хорошо. Меня это не интересует. И многие так и занимаются этим. Это же не так. Тогда моделей вообще бесконечное количество. Все-таки должна быть какая-то мотивация. Для вимпов исходно была вот суперсимметрия. Да. Там это просто из-за того, что она так устроена, чтобы барионное число сохранялось, иначе оно не сохраняется в суперсимметриях. Тебе надо, чтобы
количество суперсимметричных частиц в начале реакции и в конце реакции было одинаково. Называется R-четность. Поэтому если у тебя есть, ну, нейтральная частица суперсимметричная, стабильная, ну все, она не может распасться в обычное наше вещество. Она в своем мире суперсимметричном стабильна, и все, Мгм. она уже стабильна. Там какие-то более тяжелые суперсимметричные частицы, они как-то распадаются друг друга, но заканчивается вот в этой стабильной частице. Это вот и был ВИМП. Гравитина – это фотина, нейтралина, смесь их всех, ну вот потом стали называть нейтралина, ну вот смесь таких фотонов, плюонов, гравитонов, суперсимметричных партнеров, вот это ВИМП. Да, про него Понятно. известно. Но да, там непонятно, в каких пропорциях они смешиваются, поэтому область параметров очень большая, но она сегодня почти закрылась и стало неинтересно. Ну да, то есть Неинтересно. Люди, закрытие суперсимметрии, ну, вернее, не закрытие, а не обнаружение, слегка, так сказать, подкосило вариант вимпов, так я понимаю. да не слегка подкосило, было Сильно куча подкосило. людей, сильно подкосило. Слушай, были люди, которые занимались аксионами, стерильными нейтринами, занимались всегда. Но количество людей экспоненциально выросло, которые занимаются альтернативными моделями. И, Понятно. соответственно, и сохранение числа ученых, которые занимаются лимпами, уменьшилось катастрофически. Ну, это надо Они какого-то не бота умерли, запустить они, по в смысле, они остались как класс, но это уже понятно. все Это не очень то. интересно. Запустить какого-то бота по этому самому, по, архиву e-принтов и посмотреть, значит, сколько раз употребляются какие ключевые слова со временем. Это трудно будет, потому что, тебе говорю, ты начнешь смотреть определение, вот что такое холодная темная материя, они идут от Вимпа, и все так полезет тебе, понимаешь? Ну, наверное, можно это так Остался назвать. такой след. Надо не так, надо смотреть, сколько активных ученых работает над Вимпами, а не сколько Понятно. упоминается Вимп. Ну да, то есть, может, ну, понятно, да. Ладно, давай, покончили с вимпами, правильно? А то у нас и так мы уже довольно долго болтаем. Значит, Мы смотри, уже час болтаем. давай, следующие виды темной материи. Давай теплая теперь. Теплая, смотри, значит, вот перейдем к двум моим любимым видам темной материи, над которыми я всегда и работал. Ну, теплую материю придумали, наверное, не как стерильные нейтрино, но стерильные нейтрино – это как раз теплая материя. Кандидат. Как устроена стандартная модель? Есть левые частицы и правые частицы. Есть левый электрон, правый электрон. Масса левого электрона равна массе правого электрона. Они не могут быть разными, иначе там у тебя сразу все разрушится. Нельзя построить самосогласованную электродинамику, если левый и правый будут иметь разные массы. А исходно, когда строили стандартную модель, правых нейтрино не было, были только левые. Потому что, ну, неожиданно ученые открыли, что четность нарушается. Поэтому нет симметрии между левым и правым. Ну и решили эту проблему формально как раз так, что вот правых вообще нейтрино нету, есть только левые. Но все частицы имеют массы, да, через взаимодействие с Хиггсом, и тогда нужны левые и правые. Левое переходит в правое, и потом правое в левое, ну, грубо говоря, да, и от этого появляется масса. Но если Частиц. ты его обогнал, то оно для тебя стало из левого правым. Нейтрино? Так вот Да. смотри, значит, нейтрино обычное, исходно, вот когда еще Ландау там это все строил, они-то были безмассовые. Ну, не обгонишь, Только да. левый. Значит, ты вот не можешь так сделать, как ты говоришь. Да? Да, Только левый, правых вообще не было. И тогда оно без массы, нейтрино. Так? да. Вот. Ну, можно майорановскую массу сделать. Ну, давай оставим пока, да? А, но потом нашли нейтринные осцилляции. Электронные нейтрино переходят в мионные, тау и наоборот, да? А
Это еще было предсказано Пантекорво, что такие процессы возможны, если у нейтрино есть масса. Вот достаточно масса есть у нейтрино, вот тогда начинается нейтриная осцилляция. Нобелевскую премию дали, в конце концов, за вот это открытие осцилляции, которое говорит о том, что у нейтрино есть масса. Теперь как сделать массу у нейтрино? Самый простой способ сделать массу так: ввести правые нейтрино. Восстановить вот нейтрино в правах, такие же, как у всех остальных частиц. У всех есть правые, а у нейтрино нет. Или у нейтрино есть правые. Но нейтрино, она абсолютно нейтральная. У нее заряды по всем а, а, элементам стандартной модели равны нулю. Так? И из-за Сейчас, того, что подожди, электрический заряд нулю, но есть еще всякие лептонные заряды. вот все нет, это настоящие заряды. В общем, Лептонные числа, вернее, да. Ага. у нее она абсолютно нейтральная частица. Да, Да? да, 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 да. Она не участвует, правое нейтрино, вот если ты добавишь, оно не участвует, поэтому его еще называют стерильным нейтрино. Оно не участвует во взаимодействиях стандартной модели. В слабых взаимодействиях оно не участвует. Из-за этого масса правого нейтрино может быть не равна массе левого нейтрино. Она может быть какая хочешь. Может быть очень-очень тяжелая. А может быть порядка 1 килоэлектронвольта. В начале 90-х годов, сейчас все ссылаются на Доделсон и Видроу, но, по-моему, Саша Долгов первый это сделал. Я вот забыл уже, не проверял. Короче, заметили такой факт. Ну, если есть стерильные нейтрино, у них массы разные, есть некая массовая матрица, ты ее диагонализуешь, и получается массовые состояния, они не такие, это смесь флейворных состояний, да, как вот из-за чего появляются осцилляции там электронных мионных нейтрино. Также просто из-за массовой матрицы, ее диагонализации, потому что распространяются диагональные элементы гамильтониана, да, физические состояния. У тебя появляются осцилляции. У тебя обычные нейтрино превращаются в стерильные. Сейчас, подожди, матрица 3 на 3, вообще говоря, 3 типа нейтрино. А здесь ты еще четвертый добавил, вот это, и у тебя получилась матрица 4 на Ну, 4, правильно? никто не знает, сколько их добавить. Может, еще надо 3 стерильных добавить, а не одну. А, вот так, да? И Ну, тогда будет сколько? сложная матрица, но там какие-то элементы будут равны нулю просто. Ну, если ты все не нулю, то у тебя возникает по определению осцилляции. Так, ты можешь такую матрицу написать ее пример, скажем, и показать на экране? Не В могу. будущем мы покажем. Хорошо, да. Вот. Ну, там Показываем. математика опять очень простая, диагонализация вот исходной матрицы, да. Да. СИСО механизм еще, вот это тоже, если у тебя вот эти правые нейтрино очень-очень тяжелые, то ты можешь объяснить, почему там масса активных такая маленькая. Мгм. Короче, ты из-за вот этой диагонализации происходит смешивание. У тебя активные нейтрино превращаются в стерильные, и то, что называется угол смешивания, это скорость, с которой они превращаются, это взаимно однозначно связано просто с массой стерильного нейтрино. Ну и вот было замечено, что если у тебя есть стерильный нейтрино с массой порядка 1 килоэлектронвольта, то у тебя в ранней Вселенной, ну, рождается еще в плазме, там на ранних временах, обычные нейтрино. Они осциллируют в стерильные. Такие кевные нейтрино стерильные, они живут долго, доживают до сегодняшнего дня. Они будут как раз вот при таком соотношении, их распространенность будет такая, как надо, они могут образовывать темную материю, и ее будет вот ровно столько, сколько надо, если масса Сейчас, ее будет подожди. одинаковая. Их будет столько же, сколько фотонов по термодинамике? Это их будет омега... Нет. Почему? Почему как фотонов? Ну, потому что фотоны, они никуда не девались. По Там слабая термодинамике. очень связь. Ты сколько-то народил, ты должен решить кинетические уравнения. Если они были в термодинамическом Обычные равновесии, нейтрино были, а ты стерильные из них рождаешь. Это, а вот я тебя и спрашиваю, да. ну,
сделай вот эту связь очень маленькую, стремящуюся к нулю, у тебя их будет очень мало. Но вот эта вот связь, она функция массы. И при массе порядка Кева ты народишь их ровно столько, сколько надо. Мгм. Омега темной материи будет 25% Ага. при Кеве. Во. Вот. И это тут народ тогда очень полюбил стерильные нейтрино. Стали их все искать. Потому что, ну, В районе Кэва. Ага. нужна мотивация. Тут, ну ладно, ты решал проблему иерархии с вимпами, а тут ты решаешь, ну просто, ну, мы знаем уже сегодня, масса нейтрино есть. Как ее сделать? Ну, правые нейтрино. А правые нейтрино вот такие. Мы не знаем, какая у них масса. Она может быть не кевная. Тогда мы ее... Если она гораздо больше, чем кевная, то она уже... Да, кевная, она теплая одновременно. Да, теплая, понятно, да, да. Ну, скажи пару слов про бета-распад трития. Ну, сейчас. Ну, пару слов только. Ее можно искать в лаборатории, стерильные нейтрино, да? Потому что если они есть, и порядка кева, от 1 до 10 кев, да? У тебя в распаде трития рождаются обычные нейтрино активные. И тут же превращаются, осциллируют, грубо говоря, в стерильные. Это меняет спектр. Мы меряем спектр электронов, но на спектре электронов будет бампик, который повторяет основной спектр. Ну, вот начиная с массы стерильного нейтрино появится дополнительный бампик. И величина этого бампика, сколько их рождается, вот таких электронов с неправильной энергией, ну, в смысле, с неправильным количеством, да, штук, у тебя будет ну, пропорционально этому углу смешивания, вот, который к рождению их приводит. Он маленький, конечно. Тут что? На самом деле, помимо это мы ищем у нас в Троицке, в нашем отделе. Фотографию бочки в Вот, студию, да, в бочку в студию. студию. Да, Владимир Михайлович Лобашов ее создал, чтобы найти массу активных нейтрино, потому что мы знаем, что она есть, но чему она равна, мы не знаем. И наилучшие ограничения в течение нескольких десятилетий они были получены на нашей установке в Троицке. Сейчас эстафету взяла Катрин, но у нее установки «Вторая жизнь», мы можем искать стерильный нейтрино. Чем мы и занимаемся. Но тут интересный момент какой, на самом-то деле. Так устроено, что вот это стерильное нейтрино, оно распадается в обычное нейтрино, а обычное нейтрино легче, и в фотон. Одну петлевую диаграмму стандартной модели рисуешь, тут уже обычное взаимодействие стандартной модели, да, у тебя стерильное нейтрино осциллирует виртуально в активное, а там ты привязываешь петлю с калибровочными W-бозонами и фотон там потом, да. Короче, у тебя она распадается в нейтрино обычное и фотон. Поэтому, если темная материя сделана из стерильных нейтрино, ты будешь видеть линию монохроматическую на небе от распадов стерильных этих нейтрино с энергией, равной половине массы стерильного нейтрино. И на тот момент, когда вот это кевные придумали, тогда кевные еще были разрешены, но это была серьезная деятельность, такая активность, эксперименты, спутники запускали, искали это свечение, но не нашли, поставили ограничения, и тут все известно, да, тут ты сказал Подожди, массу, ты и знаешь сколько. вероятность распада известна? Ну, Время конечно, жизни, вернее. все ты Да? знаешь, да, ты все знаешь. Если ты сказал кэф, ты знаешь вот этот угол смешивания, ты знаешь связь, ты знаешь, с какой вероятностью активное превращается в Мгм. стерильное и обратно. А дальше идет обычно стандартная модель, стандартная диаграмма. Ты все знаешь. Время жизни. Ты знаешь, если ты хочешь, чтобы темная материя состояла из стерильных нейтрино, ты знаешь, сколько их в нашей галактике. Ты знаешь интенсивность этой линии. Ну, стали смотреть, не нашли, поставили ограничения. Ну, что это означает? Значит, надо уйти дальше. Не 1 КЭФ, а 2 КЭФа, там 10 КЭФ.
Потому что когда у тебя их меньше штук, Мгм. со- Да. интенсивность будет меньше свечения. Мгм. Да, Интенсивность интересно. меньше, и ты уходишь из чувствительности. Но эти наблюдения продолжаются. И самые сильные ограничения на стерильные нейтрино – это не в лаборатории, а вот именно астрофизические. И многие были заявления, что вот открыли, нашли такие линии, потом оказались, что это все-таки природа их другая. Новый, тут игра какая? Ты нашел линию, но может это какой-то элемент, да, который ты думаешь, что его нет, а он там есть. Вот он тебе дает КЭФ? информацию. Ну, может быть. Ну, железо вот сколько там? Ну, 6 КЭФ. короче, были Да. не один раз такие, все там с энтузиазмом воспринимали, что вот нашли эту линию, нашли стерильную нейтрино, но потом это закрывалось. Но это все продолжается. Но чем больше масса, тем а, она более холодная делается. Мгм. Понятно. Тогда очень коротко давай, про пользу от теплого теплой А польза материи темной. какая? Значит, вот я же тебе говорил про вот эти вот вимпы, которые на все более мелких и мелких масштабах, начиная от 10 Да-да-да. плюс 6, да? Ну, к вимпам это не имеет отношения. Вот я и говорю, правильное определение холодной – это свойство просто холодной темной материи. Вимп, не вимп, вот если она холодная, у тебя, начиная от фристриминг масштаба, да, от масштаба свободного вытекания, и в большие масштабы вот будут вот такие вот скопления, клампики, да, но меньших не будет, да, масштабах. И если она холодная, у тебя это продолжается в очень маленькие масштабы, гораздо меньше, Да. чем 10 в шестой масс Солнца. Делаешь численные симуляции, как устроена, как образуется галактика, галактика, скопление галактик, как эти вот маленькие клампики, сколько их. Ну и получается, всегда в симуляциях холодной темной материи э, э, таких вот образований с массой больше, чем там 10 в пятой масс Солнца, их, ну, тысяча, несколько тысяч. Нашей Подожди, галактике. 10 в пятой. Ну, это масса шарового скопления вообще-то. Ну, шаровое, там, 10 в шестой, я числа сейчас тебе могу Нет, соврать. 10 в пятой это шаровое скопление, да, это. 10 шаровое, ну вот начиная от этих масштабов, там, 10 в шестой, вот этих вот, которые масштаб карликовых галактик. Ну, Шаровые, понятно. Ну, то есть стоят 1000 на галактику. Ага. Ты хочешь сказать? на галактику типа нашей, даже больше Типа тысячи. нашей, да. И тысячи, да. Но оно число флуктуирует. Вот этих карликовых галактик, как большие, там, маленькие Магеллановые облака, да, вот. Ну, это Магеллановые облака не слишком большие, а вот поменьше, да, вот эти карликовые Ну, галактики, поменьше. Но их много, слушай. Их там, ну, не много. 1000, но больше сотни известно точно. Нет, Может, там как-нибудь это. нет, нет, нет. Я говорю прям, которые внутри нашего гала. Эти известны, да, но они еще падают на нас. Их много, они падают на нас. Можно нарисовать вот этот хабловский поток, они падают на нас, захватываются, как в очередь встали, чтобы к нам упасть, да, этот процесс продолжается. Мгм. Ну, короче, их десятки, Да. а ожидается тысячи. Вот. Это первое. А второе, можно смотреть на профиль плотности, да. Ну, на больших расстояниях в гало профиль плотности 1 r в квадрате. В реальности 1 r в квадрате не продолжается до нулевого радиуса, он сменяется Заваливается. на 1 на радиус, но все равно там сингулярность плотности, да. Это понятно, откуда берется, но вот так устроено, так эта сингулярность есть в симуляциях, ну и в теории. Должна быть в холодной темной материи эта сингулярность. Это свойство холодной темной материи. А в реальности, когда смотрят на профили плотности карликовых галактик, которые вот они рядом с нами в нашей галактике внутри, там плато, плотность становится константой. От радиуса не зависит. Вот есть радиус
ядра, где плотность постоянна. Потом начинает падать как 1 r в квадрате. И в холодной материи так не получить. Поэтому, ну, надо как-то извращаться, но теплая, темная материя, она так себя и ведет. Во-первых, она все мелкие масштабы размывает, их просто тогда нету этих Да. карликовых галактик, из-за того, что она теплая. Именно как раз вот я почему сказал критерий современный, который отличает холодную от теплой, да, это там 0,1 мегапарсек. Ну, грубо говоря, ты должен вот 0,1 мегапарсек это 1 мегапарсек это, ну, расстояние уже до туманности Андромеды, да, это большое расстояние. А вот 0,1 мегапарсек это внутри. Ты галактику еще сформировал, а вот карликовой галактики уже нет. Мгм. Ну, или там это не сразу же все происходит, их мало будет. Понятно. И не будет вот этой сингулярности тоже, потому что ты вот эти все размыл. Там все статизировалось. Мгм. Нет холода, который приводит к сингулярности. Ну да, понятно. Касп это называется, да. Вот и Касп по-английски. Да. А по-русски опять проблема. Ладно. То есть теплая материя полезна для объяснения Да. наблюдений, да. Ну, давай теперь про эту самую, как она называется? Ну, аксионы, грубо говоря. Ну, значит, еще мой любимый кандидат, и не только мой, это Аксион. И он тоже физически мотивирован, Аксион. Мотивирован чем? В квантовой хромодинамике сложная структура вакуума. Так? И она так устроена, что вот если все честно посчитать, то получается, что, ну, это называется тета-вакуум, есть некий параметр, который число тета, просто в квантовой хромодинамике, это число произвольное, но если оно не равно нулю, то тогда нарушается ЦП сильными взаимодействиями. Комбинированная отчетность, да. Да, комбинированная отчетность. Но это произвольное число, почему оно вдруг должно быть очень-очень близко к нулю? На него там, оно должно быть меньше, чем 10 минус 9 там, из экспериментов. Почему оно такое маленькое? Ну и в 70-е годы Печи и Квин придумали такую модель, ввели новую частицу, новую симметрию, да, что вот этот параметр тета, он становится динамическим полем. И то, что раньше было вот, ну вот, как энергия вакуума зависела от этого параметра тета, теперь это просто потенциал этого поля. И он так устроен автоматом, что в минимуме потенциала это тета скатывается, аксионное поле теперь, да, скатывается в ноль. И ЦП строго сохраняет. Похоже это чем-то на механизм Хиггса или это совсем другой фокус? Ну, чем-то похож, а там тоже происходит спонтанное нарушение симметрии. Вот Печи-Квин вводит некую симметрию, которая потом спонтанно нарушается специальным потенциалом. Но вот он такой, У1 потенциал, как вот шляпа мексиканская, да. Мгм. Вот Да. поправки инстанционные делают, что она вот так наклонная. И вот это вот аксионное поле, это вот наклоненное дно мексиканской этой шляпы. Да, да, да. Мгм. Ну, вот в этом смысле это похоже на Хиггса. Ну, как они сначала придумали, было естественно, что этот аксион, он такой же, у него масштаб, как у пимезона, он такой же, он двойник пимезона. Ну и где-то масса такая же, как у всех частиц. Там хэвы, мэвы. Стали искать сразу на ускорителях. Не нашли. Приуныли, но потом теоретики быстро сообразили, что даже хорошо, потому что очень легко, меняя вот этот параметр потенциала печи Квина, да, грубо говоря, радиус вот этой шляпы мексиканской меняя, да, в пространстве полей, можно сделать этот аксион легким, долей электрон-вольта. Тогда он никак не проявляется, он очень слабо взаимодействует, никак не проявляется у нас в экспериментах ускорительных, но будет темная материя.
И это очень хороший кандидат, у него очень хорошая мотивация. И он замечателен тем, что он очень нетривиальным образом участвует в электромагнитных взаимодействиях. В общем, если это аксион, то его откроют, то это, ну, примерно так же мы сможем, это будет инструмент, ну, вот как вот у нас реликтовое излучение, мы заглянули в раннюю Вселенную, да, совсем в раннюю, очень много узнали, гравитационные волны. Потому что вимпы, они, ну, там точный эксперимент ты не сделаешь, да, это ты просто меряешь энергию отдачи в лаборатории этого вимпа, да, ну и ничего извлечь не можешь, грубо говоря, кроме того, что они есть. А вот если аксион откроет, то ты увидишь просто фазовую структуру нашего гала, как оно вот устроено в пространстве скоростей с колоссальной точностью. Ну Так, и Игорь, очень-очень много других эффектов возникает, колоссально много. сразу недоуменный вопрос. Да. Это же, получается, горячая темная материя, если масса такая Вот маленькая. почему я ожидал такого подвоха, почему я начал говорить, что, ну, неправильно людям голову морочат вимпами и вводят вот эти вот определения: холодное, горячее, теплое, да, которые связаны с тем, что вот у тебя она должна быть в термодинамическом равновесии, отщепиться, будучи релятивисткой там или холодной, и легче, чем 1 электрон-вольт, да. Тогда вот она там холодная, да, но не так тяжелее должна быть, да, чтобы быть холодной. Аксион, обычный аксион, КХД-аксион, у него масса там 10 минус 4 электрон-вольта сегодня вот. Я его Ограничения. не ограничение. Ограничений много, но ограничения не на массу, а в зависимости от массы на вот эту радиус Понятно, этой понятно. Мгм. шляпы, на силу связи с фотонами, со всеми остальными частицами. Но есть и частицы, которые называют аксионоподобные частицы, которые возникают в суперсимметричных теориях естественным образом. Они такие же, как аксионы, но они там совсем легкие. Из-за того, что там долины всякие есть. Короче, они могут быть 10 минус 22 электрон-вольта. Это какая компьютерская длина волны, извини меня? Это он, получается, Размер вообще размер, почему народ полюбил вот эти вот аксионоподобные, их называют фази-дакметр. Потому что это еще другое объяснение того, что у тебя нету ядра с постоянной плотностью в карликовой галактике. Тогда у тебя, Ага. да, у тебя просто там внутри вот такой солитон, сделанный из этого аксионного поля, а у него внутри постоянная плотность. Значит, как это все устроено? Вот я сказал, это вот мексиканская шляпа, которая вот так наклонена, да? И у тебя вот так Это вот, ты потенциал изображаешь жестами. да, он только по кругу, вот так, да, Ну, по кругу, потому что шляпа, ты переменных каких-то там, да. ну, вот колечко, да, баранка. Мгм. Это баранка – это минимум потенциала. А я вот так баранку положил на стол, да, вот это вот тут минимум, а аксионное поле тут. Оно начинает вот так вот катиться, да, по вот этому колечку. Ну, как я возьму хула-хуп, кольцо, на которое крутят, и надену туда какую-то шайбу. Она отпущу, она вот так по нему будет кататься. Вот так аксион, он когда рождается, происходит фазовый переход Печи-Квина, он, вот этот потенциал плоский. Там ничего изобретать не надо, это так наука устроена. Он такой плоский. И поле может быть где угодно. Они Мгм. все имеют одинаковую потенциальную энергию. Все точки, потому что у Да. них шляпа не наклонена. А когда температура опускается до масштаба КХД, то всякие инстантонные КХД-эффекты приводят к тому, что вот он так вот наклоняется. И в этот момент начинаются эти осцилляции. Но это происходит одновременно, внутри горизонта, на тот текущий Сейчас, момент. сейчас другая терминология немножко попробую применить. То есть, получается, он выпадает в конденсат и ведется как классическое поле. Ну, он когда сначала это просто поле постоянное, когда это вот так. А когда Ага, начинаются осцилляции, это появляются реальные частицы, потому что они осциллируют от да. времени. Да?
Это, значит, реальные частицы. Но поскольку это происходит одновременно во всем масштабе горизонта всего на тот момент, да, Да. э, это конденсат, это базы-конденсат. Потому что импульсы у них у всех нету возмущений плотности, они все одинаковые, амплитудные Мгм. внутри, да? А здесь появились возмущения плотности. Да, да, понятно. Какие возмущения плотности? Ну, ты говоришь, когда шляпа наклонилась, они начинают осциллировать. Возмущение Ну, в плотности. виде конденсата, нет? Да, он образуется как конденсат, как база-конденсат, буквально как база-конденсат, и он начинает вот так колебаться Мгм. синхронно на масштабе горизонта. Но вот то значение, где он, этот аксион лежит, да, вот его амплитуда начальная, с которой он начал колебаться, она, в принципе, разная от горизонта к горизонту. Мгм. Мгм. Это приводит к тому, что возникнут возмущения плотности порядка единицы, и возникнут они раньше, чем рекомбинация. А, вот этого. Это приводит к образованию, вот опять же, клампиков, но те клампы, про которые я говорил, они тоже есть. Их никто не отменял на больших масштабах, да, потому что это он вот так внутри на этих масштабах себя ведет, как базоконденсат. А на масштабе галактики и дальше это уже, ну, де длина волны много-много меньше. Это просто, ну, Да-да-да. частицы себя ведут. На самом деле это волны классические летают, но это все равно, что частицы, так? Вот, но важно, что вот этот масштаб горизонта в тот момент, когда начинается осцилляции, он такой, что аксионов там, да, 10 минус 13 масс Солнца. То есть это совсем какие-то, А это типа масштаб уже планет, типа астероидов. астероидов даже. Да, типа астероидов. 10 минус 13 масс Солнца. И они, ну, вот, грубо говоря, фристриминг тоже Лэнкс. Вот только вот если у Вимпа он 10 минус 6, то тут он 10 минус 13. И начиная с этого масштаба у тебя, ну, на самом деле и меньше есть. Короче, Мгм. они очень плотные из-за того, что там они вот так образуются, это на масштабе квантовой хромодинамики при температурах порядка, ну, моего там, да. Ну и размер горизонта тебе дает такую массу как раз в тот момент, Да-да-да, но правильно? на момент, ну, когда температура равна на самом деле 1 ГЭВ, это все происходит. Ага, ага. Но это много раньше, чем 1 электрон-вольт, когда равенство излучения и радиации. А возмущение уже порядка единицы, Мгм, мгм. горизонта к горизонту. В результате появляются вот это называют аксионные мини-кластеры, вот такие объекты, они очень плотные. Они там на 9 порядков более плотные, чем плотность нашего гала. И поэтому, несмотря на то, что у тебя а, взаимодействие аксиона очень слабое, из-за того, что вот они такие плотные, у тебя там происходит базоконденсация. Это не то, что вот, ну, они начинают колебаться, да, как базоконденсат, но когда потом вот наступает эпоха, и мы пришли в эпоху, когда доминирует уже вещество над радиацией, оно становится гравитационно связанным объектом. Гравитационная то есть гравитация держит этот самый кламп в Да, результате, да. потом держит его гравитация, Ага. но он, этот кламп, не будет как гало нашей галактики, а из-за того, что вот он такой плотный, на самом деле, чисто даже за счет гравитационного взаимодействия, за время меньше, чем возраст Вселенной, там происходит базоконденсация. Он выпадает, весь садится на основное состояние. Устроено Мгм. так. Есть гравитационная яма, так, Да. которая самосогласованная, сделанная вот этим клампом. Там есть, как в атоме водорода, основное состояние, и все аксионы вот сидят на этом основном состоянии. Это базы-звезда. Поэтому если есть аксионы, они вот как такие базы-звезды. Ну, это обнаружимо, в принципе. Это, во-первых, тут куча следствий. Во-первых, микролинзирование. Микролинзирование.
Да, потом, во-вторых, ну, это редко, но если он пролетит мимо через нас, то он не покажется. Потом самое вот интересное, они устроены как пионы, они на 2 гамма распадаются. Ага. Ну, только не Это 2 гамма-кванта, а более мягкие какие-то там, соответственно. нет, он распадется на массу аксиона пополам, будет гамма. Ну, Ну, не правильно, но гамма, масса а небольшая, да. фотоны, это радиофотоны, Да. радиофотоны. Поэтому смотри, что получается. Если он пролетит через сильное магнитное поле, как ищут аксионы в лаборатории? Диффузные. Раньше думали, что они все диффузные аксионы. Мгм. Если они в клампах, то это сложнее искать, потому что большая часть аксионов будет в этих клампах, а не в диффузном фоне. Но из аксиона торчит 2 ноги, да? Одна нога может быть вот магнитное поле лабораторного магнита. И вот поэтому в магнитном поле у тебя аксион осциллирует фотон с Мгм. частотой равной массе аксиона. Ну, поскольку это редко происходит, у тебя надо строить резонатор. Это вот уже тоже 40 лет такие резонаторы строят, настроенные на разные частоты, чтобы аксион поймать в лаборатории. Но если есть такие вот клампики, он, пролетая рядом с нейтронной звездой, с магнитаром, он просто весь, вся эта масса излучится сразу в радиофотоны очень быстро. И на самом деле спонтанно, там, начиная с какой-то массы, звезда становится неустойчивой и коллапсирует. А при коллапсе опять происходит эта вспышка, уже теперь в 2 фотона. В магнитном поле в 1 фотон, в 2 фотона. И у тебя, ну, вся вот эта масса, 10 минус 13 масса Солнца, входит в излучение. Ну, то есть взрыв в Это радиодиапазоне. взрыв в радиодиапазоне, это быстрые радиовсплески. И Очень это, я думаю, что Сергей Попов с тобой бы не согласился. Он бы сказал, что это обычным. не согласился бы вот почему. Потому что тут предсказывается линия монохроматическая, а по всем Мгм. остальным параметрам все Ну да. совпадает. Если ты посмотришь на энерговыделение, вот открой, сам сделай прикидку, сколько выделяется энергии во время быстрого радиовсплеска. Это колоссально много. Если минус 13 масса Солнца, это астероид, кажется, ерунда, Ну, но это понятно, что видно много, с да. любого уголка Вселенной, это очень много. Это энергия ровно быстрых радиовсплесков. 10 минус Мгм. 13 масса Ну Солнца. это зависит от расстояния, на котором они находятся еще. Что? Нет, Ну, если ты в не знаешь, галактике он откуда пришел взорвется, у эти тебя все радиовсплески. сгорят, все радиоприемники сгорят. Но ты с края Вселенной видишь излучение. То есть 10 минус с 13 это больших очень много. красных смещений прям-таки. Радиовсплески видишь с больших. Я тебе Нет, еще я раз. не про радиовсплески, я про эти самые взрывы, Она типа может где астероидной угодно, массы. если он происходит. Смотри, масштаб, массовый масштаб аксионного мини-кластера 10 минус 13 масса Солнца. Да. Энерговыделение в быстром радиовсплеске, который наблюдают с края Вселенной, 10 минус 13 масса Солнца. Мгм. Ладно, Порядок. хорошо. Порядка Все. одинаковые. Частоты те же самые, это гигагерцы. Что там, понимаешь? И это будет быстрый, но сделать совсем быстрым такой всплеск трудно, но это будут, ну, секунды, вот если мини-кластер Мгм. такой открывается. Понятно. Допустим, если пролетает через магнитар. Ладно, значит, Не слушай, опять секунды. я тебя сейчас это Это я самое. к чему? Это к тому, что это ты, да, ну, очень похоже на быстрый радиовсплеск, но, может быть, так мы найдем максимум. Мгм. Я не утверждаю, что быстрый радиовсплеск – это вот Ну да, взрывы. понятно. Ну хорошо, что не утверждаешь. Ладно, слушай, в другую немножко степь про эту самую аксионную, темную материю. Значит, смотри, вимпы хорошо известно, как они дают из которых потом получаются галактики. Ну, вот симуляция. Вот, значит, давай, Алексей, там, вруби на Причем здесь полминуты винт? Ведь симуляцию, да, она будем говорить в холодная, это время. холодная вся ведет себя одинаково. Ну, Это аксион или подожди. винт, она все одинаково. Тебе важно, чтобы она была холодная. Нюансы Так, возникают теплой на масштабах вот этого фристриминга, да? И нюансы возникают вот здесь,
если у тебя, ну, типа фазе так рефлексионной, но на масштабах дебролевской длины волны. Вот это вот на масштабе Гала, на самом масштабе Гала, у тебя аксион неотличим, вот просто если бы это были частички с такой массой. Но это когерентное поле, вот как лазерное излучение, для аксиона на масштабах, ну, типа 100 метров. Если ты пошел Мгм. больше, это уже все хаотическое. А если ты выделишь какой-то кусок типа сотни метров, там у тебя это будет когерентное поле. Там это все по-другому, но если ты смотришь, как тебе образовалась гала, тебе 100 метров, то при чем здесь 100 метров? Ну да, понятно, понятно. Ага. Ну, так я сразу не соображу это, ну, поверим, поверим, да. Вот, Обсудим. что это работает так же, как и ВИМП, да, для образования гала. Абсолютно. Мгм. Немножко даже лучше. Мгм. Вот эти, ну ладно, Ну ладно, все хорошо. еще и лучше. Так, ну, Он я не более знаю, как холодный. как наши. Автоксион более холодный, чем Вим. Поэтому еще Да, лучше. Он самый холодный из всех кандидатов темной материи, самый холодный аксион. да, теперь вопрос, не перегрелась Температура, ли. Да, масштаб, вот исходно это масштаб горизонта на вот, эпоху КХД. да, понятно, 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 да. Ну, честно говоря, не все понятно, но если подумать, я соображу, да. Вопрос теперь, не перегрелась ли голова у наших зрителей? Это легко. Могла перегреться. Ну, я думаю, на этом мы завершим на самом деле, вот. Да. Потом появятся, скорее всего, вопросы. Вот И видите. как-нибудь на эти вопросы, наверное, мы ответим, на недоуменные вопросы, значит, зрителей. Ну, там, в каком-то виде, может, в письменном там и так далее, в этом. Вот, поэтому, ну, наверное, мы прощаемся со зрителями на этой оптимистической Понятно. ноте. Хорошо. Всё. Приятно было пообщаться. Да, приятно было, да. Ну ладно, до свидания, да, всем, А да. пока-пока. Всем пока. Пока.